Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Я его начала снимать с вечера, уже легла спать, но решила сначала пораскрашивать. Мы эту иллюстрацию начали вместе с моей ученицей Дианой. Привет тебе! Сначала я желтым цветом начала красить, потом Диана продолжила, а я одновременно красила фиолетовым. Ну и, соответственно, сейчас легла, думаю, дай-ка продолжу раскрашивать. Может быть, сейчас закончу, может быть, завтра утром. Вот. Крашу я Крёка Джой фломастерами в основном. Так что вот, развлекалочка такая. Это раскраска новая, цветовой квест колористик, ну, для меня новая. И вот вторая иллюстрация подряд, так, неожиданно. Уже другой день, я встала утром и занималась всякими, доделками, скажем так. Доделывала разные иллюстрации. В этой раскраске, «Рассветный час» Ханны Карлсон, я дораскрашивала иллюстрацию, которую недавно показывала, и потом стала смотреть, что у меня тут еще раскрашено. И, в общем, доделывала я, знаете, сейчас, результат я в конце месяца, конечно, покажу, чтобы было интереснее. Ну и сегодня я там обводила белой ручкой гелевой, все такое. Потом на каких-то точках использовала вот этот корректор Берлинга. Я не помню, у кого я эту идею подсмотрела. Может быть, у Валентины, скорее всего. Кто-то говорил, давно еще. Я как-то у меня в голове отложилось, но я не покупала, хотя даже у меня где-то есть еще один корректор. А тут пошла в фикс прайс, взяла от Берлинга. Кстати, очень классный. И тоже доделывала, обводила что-то еще ручкой Краун. У меня вот с блестками Люрикс и с фикс прайс, с ультраблеском. Вот, а потом стала смотреть, что у меня здесь еще что раскрашено. И смотрю, вот здесь вот почему-то я ни гелевой ручкой белой не обводила, ничем, ни акрилом. Вот. И тоже тут сделала точки. И, кстати, мне нравится, я еще посмотрела, они тоже выпуклые такие, как и если точки акрилом ставить. Вот. Тут вот ручкой немножко пообводила. Короче, как-то так. Такими вот делами занималась. Так, здесь все уже высохло, можно закрыть. Мне, кстати, нравится, как корректор пахнет. Иногда еще такой использую. Это у меня гамма. Так, что у меня здесь? Здесь я продолжала раскрашивать. Далее колористик. Мы начали с моей ученицей раскрашивать. Это, по сути, впервые такое было раскрашивание совместное, реально, когда сидишь и вместе красишь. И довольно быстро все дораскрашивала. Честно скажу, очень странная иллюстрация, потому что номер 8 здесь белый цвет, то есть, по сути дела, здесь вообще ничего не пришлось раскрашивать. И получилась вот елочка, что я не ожидала, потому что вроде как подсказок здесь нет. Забавно, быстро все раскрасила, доделала. С обратной стороны вот так вот выглядит. Так что теперь у меня здесь две раскрашенные работы. И я уже наклеила стикер, где купила, за сколько, когда купила и когда начала. Внесла это все в блокнот мой. Сейчас покажу. Прошу прощения. Вас пошатала немножко вот в этот блокнот. Также я на эту раскраску сделала стикер. Надо сейчас еще приклеить сюда обложку, потому что потом буду красить. Надеюсь, уже скоро буду красить. В общем, такие у меня были занятия сегодня с утра. Тут еще
пергамент прокладывала. Не знаю, что сегодня буду раскрашивать, сейчас посмотрю. А пораскрашиваю я Златовласку. Она же у меня в планах стоит. Может быть, не знаю, что-то меня пугает эта первая иллюстрация. Хотя вот, ну, пугают меня вот эти деревья. А вроде как я уже поняла, что особо бояться-то не стоит. А раскрашу-ка я ее. Сейчас сразу тогда сюда положу закладку. Возьму карандаши. Ну, вот здесь у меня сухая пастель. По-моему, Мэджики, полихромосы. Фикс прайс. Ну, вот возьму и приступлю к раскрашиванию. Пусть уже тогда будет по порядку. Я так понимаю, что, наверное, даже односторонние иллюстрации лучше прокладывать, потому что не очень-то красиво смотрится, когда отсюда переходит сюда. Вот. А что касается рамок, я, конечно, с одной стороны рамки очень люблю. Мне нравится, когда они присутствуют. С другой стороны, вот так получается. Не знаю, может, у меня декоративного скотча много, может быть, как-то украсить. Ну ладно, я об этом потом подумаю. Сейчас буду выбирать канцелярию. Начну с лица. Немножко тут, где типа должно быть потемней, использую Creta Color, потому что поверх этот карандаш других карандашей не ложится. А так можно разнести цвет. Но вот здесь странно что-то с бумагой происходит. И, кстати, как я уже не раз говорила, печать плохая и прям разносится по всему рисунку, и грязь такая. Конечно, например, вот этот Derwent Watercolor, этот карандаш достаточно жесткий. Ну, не то, что достаточно жесткий, но все-таки он не супер мягкий. Но такая ситуация происходит со всеми карандашами. Вот вам, пожалуйста, иностранная раскраска. Что у нас, что там. Бумага может быть как хорошей, так и плохой. Тут вот губы просто пальцем попробую немножко разнести цвет. Да. Крышу на домике раскрашу. Не, в целом это отдыхалочка. Такая приятная. Ну вот, знаете, в большинстве случаев то, что там краска разносится по рисунку, это не так заметно, а вот на лице, к сожалению, печалька. А я уж привыкла как бы лица раскрашивать именно Derwent Watercolor. Ну, тем более, что крашу я чисто символические лица. Вот. Поэтому, ну, неприятненько, конечно. Тут вообще что-то странное. Пока понять не могу, что со страничкой не так. Что-то явно не так. Ну и здесь. Я просто смотрю, сравниваю, где чего я красила. Хотя наряд не обязательно должен быть одинаковый, потому что я вообще не привязываюсь к этой истории. Для меня это просто раскраска. И наряд ей можно красить по-разному. Но мне как-то захотелось точно так же раскрасить, потому что хорошая подборочка, и ну, пусть оно пока так остается. Тут еще, видимо, не раз придется вернуться к раскрашиванию платья. Вечно где-то что-то пропускаю. И ягоды наверняка еще есть. Просто я их не вижу. Вот эти цвета очень красивые.
Ну, я начала раскрашивать дальше уже за кадром и сделала для себя крайне неприятный вывод, что помимо отвратной печати, которая просто вот это все темное разносится по листу, потому что так не должно быть, это значит некачественная печать, где пожалели закрепитель. Но тут оказалось еще, как и в наших изданиях любят делать, разные странички. Вот эта страница принципиально отличается от этих страничек. Вот здесь идет, знаете, чувство, как будто ты раскрашиваешь по какой-то перфорации. Прошу прощения, что у нас тут еще кто-то сверлит из соседей. В общем, чувство, что раскрашиваешь по перфорации. Если присмотреться, здесь как какие-то, ну, как будто бумага какая-то перфорированная. Или я даже не знаю, как это назвать, но это отвратительно. И когда вот я раскрашиваю, вот, у меня, конечно, микрофон хороший, но я не уверена, будет это слышно или нет. Сейчас я попробую поднести микрофон поближе. В общем, не знаю, как звук будет слышен или нет, совершенно мерзкий. Вот. И карандаши не сильно хотят здесь нормально ложиться. Еще видимо вот это здесь. А тут вроде бы такого эффекта не видно, но когда начинаешь красить, звук тот же, и карандаши прям плохо ложатся. Видимо, здесь надо будет еще блендер применять, ну, иначе никак. Но, с другой стороны, здесь отвратительная печать, и как бы, опять же, за счет блендера и тому подобного не разнеслась, ну, типографская краска. Да, как-то вот так. Ну, потому что здесь вот сколько я раскрашивала, такого не было. Ну, во всяком случае, не так безобразно, как на этой странице. Это, конечно, разочаровашка, потому что даже, знаете, ну, когда карандаш плохо ложится, ну, и как-то сразу желание пропадает красить. Не знаю, сейчас я постараюсь сегодня это закончить дело, но прям вот какого-то желания нет. Сразу захотелось сделать перерыв, переключиться на что-нибудь другое. Я люблю, чтобы как-то эта канцелярия здесь подходила и хорошо ложилась, да в любой раскраске. А здесь очень плохо. Ну вот если я так вяло подумывала, что, может быть, еще из этой серии чуть позже взять какую-нибудь раскраску, когда я тут, может быть, наполовину все раскрашу. При желании это можно даже сделать довольно-таки быстро. Просто это я как-то раскрашиваю одну иллюстрацию в месяц. Хотя, может быть, мне зайдет, я, да, там и побольше бы пораскрашивала. Но суть в том, что сейчас я уже, конечно, понимаю, что нет. Не возьму, потому как, ну, не знаю, мне качество не понравилось. Хотя иллюстрации очень красивые. Так что как-то так. Ну, а это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, заходите в Инстаграм 3 семерки рыжая 3 восьмерки. Я благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров, теплой осени, хороших качественных раскрасок и, конечно же, такой же качественной канцелярии. До скорой встречи, всем пока-пока.